Всем привет, друзья, на связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалют. И, как всегда, по традиции, хотелось бы начать с биточка. Что вижу по биточку? Вообще, в целом, поздравляю всех, кто со мной откупался в районе 57-56 тысяч. Я, в принципе, до сих пор удерживаю свой лонг, и мои цели будут в районе 70 тысяч, плюс-минус, если дотащат. Поэтому сейчас для меня есть очевидная вот эта новая трендовая линия, в принципе, которую мы проретестили сегодня утром и которую сейчас пытаемся пробить, но уже сформировали какой-то неплохой такой медвежий дивер вот здесь вот. И в целом есть вероятность вообще сходить в сторону там 54 тысяч вот к этой линии на ретест пробитого уровня. То есть что я сейчас думаю? У нас есть как таковой второстепенный тренд, который мы в целом сейчас неплохо держим. И есть линия сопротивления, которая идет еще, впрочем, от 21 октября. И, соответственно, вот она у меня, если вот это вот убрать, то она идеально вписывается вот в эту линию сопротивления, которую мы сейчас пытаемся пробить, но пока я не вижу действительно хорошей реакции, вижу, что у нас не пускают сейчас к уровню выше этой границы. То есть, по большому счету, если мы сейчас сможем пробить вот эту линию, то в целом есть вероятность пойти как минимум на ретест 61 тысячи. В принципе, вот этого я бы хотел как минимум дождаться и здесь уже принимать какое-то действительно решение, либо удерживать свой лонг дальше, либо попытаться закрыться и найти новую точку входа. То есть я думаю, что будет действительно весомый уровень сопротивления, это вот этот, и мы по большому счету к нему сейчас с горем пополам пытаемся пойти. То есть для меня сейчас все, в принципе, очень предельно ясно. Есть, как всегда, два варианта развития событий. Мы пробили вот эту линию сопротивления, и если смотреть на линейный график, то вот так вот будет эта граница, и мы в целом ее там плюс-минус проретестили вот этой пробитой 57-тысячной свечой, которую быстро откупили вчера. Достаточно хорошее такое движение было, да, в целом в 4,20%, в мои любимые 4,20%, поэтому что сейчас действительно я жду от битка. Есть уже у нас медвежьи дивергенции, они достаточно очевидные, и в принципе у нас локально мы закрыли пятиволновик, вот где раз, два, три, четыре, пять, и мы вот сейчас в принципе с ложным пробоем вот этой двойной вершины, с касанием в принципе вот этой линии сопротивления не смогли выскочить наверх. То есть сейчас буду ждать развития событий в таком формате. То есть если мы сейчас не закрепляемся выше 59, там, 200, и нас не смогут, скажем так, не смогут вот здесь вот закрепить, то с большей долей вероятности пойдем еще раз тестить вот эти низы, возможные в районе 55 тысяч. То есть если мы сейчас не сможем пробить, то ожидаю вот такого какого-то похода под линию, ретеста и, возможно, поход опять в сторону 55 тысяч. Вообще, в целом, может даже быть какое-то более низкое движение в сторону 52 тысяч. Поэтому, в целом, если у вас есть какие-то большие покупки, как минимум, я бы подтягивал стопы в безубыток. То есть, я вам скажу чуть попозже, что я откупал и где у меня эти стопы как раз-таки будут. В случае, если мы проретестим вот эту первую, сейчас я сделаю ее так вот эту первую зеленую линию сопротивления, если мы ее проретестим, мы сможем от нее отскочить, а где-то же и здесь будет вот этот ретест, то есть идеально вот эта точка в районе 59 200. То есть если мы сходим сейчас на 59 200, а затем пойдем в сторону 60 тысяч, то с большей долей вероятности мы пробьем вот эту линию сопротивления и сможем от ретеста пробитого уровня пойти как минимум вот к уровню 61 тысячи. То есть моя целевая задача как минимум дойти вот до этого уровня и уже здесь
принять какое-то решение, посмотреть за реакцией на этот пробитый уровень. Но мне почему-то кажется, что мы вот при таком случае, если мы пойдем наверх, пойдем проретестим опять же пробитый вниз 59 500, подтвердить вот эту линию тренда и как минимум попробовать еще раз пробить этот уровень. Это хороший позитивный вариант по битку, в принципе, который с горем пополам можно будет увидеть. Есть теперь плохой вариант, то есть если этому уже мы сейчас сделали двойную вершину, то есть вот эта вот двойная вершина, и от нее может последовать какое-то падение, мы пробьем вот эту границу сопротивления, и здесь от ретеста пойдем к обновлению вот этого данного лоя. Соответственно, если мы этот лой пробиваем, то уровень 55 тысяч будет выступать следующей поддержкой для меня. То есть, если мы уходим ниже, то этот уровень будет в районе 53 тысяч, то есть падение вплоть до формирования какой-то более-менее крупной бычьей дивергенции на крупных таймфреймах. Я пока склоняюсь за первый вариант, за вариант роста, но в случае чего уход от 58 500, вот эта линия, которую я вам ее выделил, для меня будет в принципе основополагающей. Если мы под нее уходим, еще и ретестим, то это будет хорошая точка для шорта с достаточно недалеким стопом. В случае, если мы сможем закрепиться выше уровня, так, это что такое? В случае, если мы сможем закрепиться выше уровня 59 200, проретестим этот уровень, или даже мы пробьем его с нынешних значений, то идеально будет в целом дойти до уровня 61 200 и посмотреть за реакцией на пробитый уровень. То есть этот пробитый уровень в принципе для меня будет означать возврат возможный в трендовый канал, но при этом я вижу прекрасно на крупных таймфреймах не закрытую вот эту пустоту в районе 51 тысячи. Это вот максимальная отметка. Сделаю ее чуть-чуть, вот эту тоже сделаем чуть-чуть менее выделяющейся. То есть вот по сути сейчас мы заперлись между двумя достаточно сильными уровнями, и для меня действительно уровень поддержки сейчас будет в районе 52-53 тысяч. То есть вот эта зона, если мы к ней падаем, то это будет идеальная точка для закупа с целью возможной в районе 76 тысяч. То есть в целом я наблюдаю сейчас похожую вот какую-то границу какого-то канала, но при этом не хватает финальной пятой волны, если мы смотрим вот это все как пятиволновик, то есть где это первая коррекционка, третья коррекционка, пятая. То есть для меня сейчас хороший уровень, это уровень 71 тысячи. Я сейчас попытаюсь вам показать, почему я так думаю. Для меня это все похоже на тот самый фрактал, который мы с вами торговали в прошлый раз. Да господи, давайте сделаем вот так вот. Где мы торговали его в прошлый раз, просто он в этот раз достаточно более растянутый, и есть вариант, скажем так, повторения вот этого именно фрактального движения. Для меня этот фрактал достаточно часто применяется, то есть мы его часто очень применяем в работе, но здесь он немножечко в растянутой фазе, и по большому счету здесь два варианта, да, либо мы уже сделали вот этот самый максимум, и по большому счету вот мы находимся сейчас в этой отметке, нам не хватает похода на 64 перед дампом. Это если рассматривать его как какой-то чисто паттерный фрактал. Либо все-таки это более такая растянутая модель движения, где мы сейчас находимся примерно в фазе второй коррекционной волны, и не хватает то же самое вот этой четвертой коррекционной волны, и не хватает по сути пробоя и похода к какому-то уровню в районе 70 тысяч. То есть, на мой взгляд, мы сейчас находимся вот здесь. Да, и вот мы пытаемся от этого уровня оттолкнуться. С другой стороны, мы пробили вот этот вот локальный
локальное дно вот таким вот паттерном. В принципе, он очень похож на данный паттерн, и не хватает как раз-таки вот этого дракона, да, кто со мной давно очень торгует, понимает прекрасно, о чем я сейчас говорю. Это примерно, ну, мы сейчас попробуем его отдельно вытащить. Но вот, да, не хватает как будто бы обновления уровня 56. Но при этом здесь уже на RSI мы сформировали очень хорошую бычью дивергенцию. И по большому счету мне, в принципе, уже все устраивает. Но я не исключаю вот этого падения еще раз в сторону 54 тысяч. В принципе, надо быть к нему готовыми, в случае чего я буду там откупать. Но пока все-таки мне кажется, что мы еще не завершили наше восходящее движение, и я буду ждать какой-то финальной волны именно в сторону 70 тысяч, и для меня это будет по большому счету возможный выход вообще из битка на какой-то период, возможно, вплоть до марта месяца. То есть буду смотреть в целом. И, кстати, я постараюсь увеличить запись подобных видео, отдельно буду записывать про биток, отдельно буду записывать про весь рынок, и, соответственно, здесь буду более часто давать подобные видеообзоры, независимо от, по сути, даты и, по сути, недели там, и вот этой всей истории. То есть, если мы смотрим тренд, то есть я постараюсь выйти на 2 видео в неделю, каждые 3-4 дня. Попробуем, для меня это будет достаточно здесь тяжело, но мы скоро уже заедем, скажем так, в офис, где у меня будет полное мое full рабочее место, я смогу непосредственно чаще находиться за монитором и довольно часто буду выкладывать подобные обзоры. Кстати, не забудьте пролайкать все мои интервьюхи. Завтра выйдет интервью с Давидом Атерманом, владельцем спортинвестинга, а уже совсем скоро будет записано интервью с моими хорошими ребятами, которые запустили проект Dexport. Они иксанули там неплохо на пресейле. Никита Васев, Саша Ветер, вам большой салам. Поэтому вернемся все-таки к нашим баранам. Соответственно, жду выход вот в эту зону, уровень от 68 тысяч прошлого хая вплоть до 72, и затем это будет для меня какой-то прям финиш. Прям причем я его смотрю в районе под Новый год, как раз таки вот эти китайские фиксации, в принципе, все как обычно, ничего нового. Каждый Новый год одно и то же. Ноябрь растем по максимуму, декабрь начинаем корректироваться. Причем, если мы пойдем от уровня 72 к уровню возможному там 57, то здесь больше доля вероятности тоже будет какой-то отскок, потому что мы коснемся вот эту трендовую линию, и ее нужно будет тоже сторгануть, то есть на какой-то локальный отскок можно будет попробовать вот здесь вот рассчитывать с целью 58 типа 67. Ну и, естественно, потом жду любимый свой паттерн голова и плечи, который будет формироваться вот в этом ключе с пробоем, с ретестами и с уходом вплоть до, возможно, до марта, до мая месяца в какой-то даун-тренд. Дальше. С битком, надеюсь, все понятно. Я откупал эфир, но сейчас, по большому счету, для меня вот есть подобие от этого самого головы и плечи. Мы плюс-минус доходим до уровня там, сопротивления в районе 4400. И по логике здесь, конечно, хороший шорт в районе вот именно 4450, но. Есть трендовая линия. Здесь все убрали. Есть трендовая линия. А если посмотреть на линейный график, то у нас не хватает, у нас как раз таки есть незакрытый уровень в районе 4,5, 4400. То есть я сейчас верну японские свечи, вернем 4-часовик.
и я вам постараюсь это показать. То есть я, наверное, жду что-то подобие вот как раз-таки вот этого коррекционного движения, где нам не хватает следующего падения в сторону вот этой трендовой линии, поэтому в целом я, наверное, еще смотрю как-то в сторону шорта по многим из активов, то есть еще одно падение, возможно, какое-то будет. Наверное, будет от ретеста здесь 4500, где когда биток будет 61 200. То есть при битке 61 200, возможно, мы сформируем вот эту большую голову и плечи, вот здесь вот, где правое плечо, это ретест пробитого локального тренда, то есть вот этот локальный тренд. Мы сделаем тоже меньше. То есть при таком случае буду как раз таки рассматривать возможный шорт от уровня 4500, 4550, но опять же все от реакции уровня, то есть не буду ждать, не буду шортить раньше времени, буду ждать реального какого-то ретеста данного уровня. То есть я бы реально начал переобуваться шорты от эфира в районе 4, в районе 5500. То есть для меня вот этот уровень не закрытый, и я бы на самом деле его ждал в целью очень хорошего шорта. Возможно, там с целью 3500, может там 3500, 3200, условно говоря. То есть я откупал эфир, у меня средний по эфиру 4.40, в целом очень хорошая точка, я считаю, и я чуть-чуть пофиксил, буквально чуть-чуть, но вот здесь то же самое, пятиволновик уже локальный есть, его видно, где раз, два, три, четыре, пять, и мы в принципе уже находимся где-то на ретесте, поэтому очень аккуратно, друзья, в случае, если мы не сможем закрепиться выше уровня 4400, а лучше даже выше уровня 4320, то будем присматриваться уже к шорту с текущих отметок. BNB я откупал по отметке 525, у меня стояли лимитки очень давно, мы уже неоднократно об этом говорили. Эта горизонтальная линия еще была в тот момент, когда мы откупали вот этот зеленый прямоугольник. В принципе, здесь для меня ничего не изменилось. Это все так же является очень сильной достаточно зоной поддержки, которая является еще вплоть от 26 апреля этого года. И, соответственно, мы опять этот ордер-блок проретестили и достаточно неплохую реакцию в 14% получили. То есть я, опять же, фиксировал буквально чуть-чуть, и для меня сейчас уход под уровень 555 будет определяющим с целью закрыть свои спотовые покупки и уже переобуться в сторону шорта. То есть BNB не считаю, что нужно дополнительно рассматривать. Если смотреть без всего, мы идеально просто проретестили трендовую линию и ушли обратно в хорошее такое трендовое значение. То есть мы находимся сейчас выше вот этой трендовой линии. Для вас я ее сейчас пожирнее сделаю. В принципе, пока BNB является одним из тех активов, из-за которых я меньше всего переживаю на данный момент. Я еще откупал солянку. В принципе, но по соляне тоже такая спорная достаточно ситуация. С одной стороны, мы все так же проретестили, так же, как и на BNB тренд, но здесь вот эта очевидная похожая голова и плечи с ретестом вот этого пробитого уровня мне не дают покоя. Поэтому по соляне я, наверное, буду смотреть за реакцией вот на этот уровень в районе 225 и уже принимать какое-то решение, в случае чего буду закрывать. Дальше откупал лайткоин. Но лайткоин я откупаю каждый пролив, потому что я, в принципе, верю в то, что это говнецо рано или поздно дойдет все-таки до своих $400, а может даже до 420. Я все-таки жду халвинга, жду какой-то реакции цены, и мы абсолютно также очень хорошо реагируем на вот этот уровень трендовой линии, но при этом, при всем, есть вероятность сходить еще на уровень 200, и уже от этого уровня действительно последует какое-то крупное значение. Я жду халвинга по лайткоину, и при халвинге есть вероятность все-таки пробить вот этот максимум в районе $400 и дойти в целом до $600. Если смотреть на глобальный трехдневный график, у нас формируется некое подобие чашки с ручкой, да, где
где чашкой является крупная фигура Адама и Ева. Вспомните биток в 2018 году, как раз таки там была похожая такая Адам и Ева. И вот эта чашка для меня минимум ретест $400, а вот при пробое это все 600, и это абсолютно очевидно, это абсолютно реальное значение для цены лайткоина при халвинге, добыча того же самого лайтка, соответственно, будет сложнее в 2 раза, и спрос раздает предложение, соответственно, есть вероятность пойти на 600. Так, откупал еще SXP, но SXP я вам давал инсайдик в прошлый раз, и есть вероятность все-таки этому инсайду сбыться. Я не сильно верю в инсайды в целом, но SXP для меня один из моих фаворит любимых активов. Я в целом его торгую с большим удовольствием, потому что и в прошлый раз вот мы сходили там на 2.9, я подфиксился, и сейчас я считаю, что есть вероятность все-таки сходить как минимум к уровню. Хотя вот если вот так вот, то мы ровно в треугольнике, но хорошо, давайте. И понятно. Здорово. Сюда. Оп. Как минимум жду, наверное, опять похода к 2.9. И в случае, если мы пробьем этот треугольник, я, наверное, буду ждать похода вот сюда, опять к 4. К 4.10, уровень 4.10 для меня это на самом деле x2 от моей покупки, потому что я откупал вот этот уровень в районе $2. И по сути для меня это вот та цель, которую я буду ждать по SXP. И среди моих фаворитов откупа, конечно, это TLM. Это просто бешеная собака, в которую заходит достаточно огромное количество объемов. И на 12 часах мы, в принципе, формируем нечто подобное, что есть и на SXP. То есть для меня сейчас TLM, который сделал от моей, по сути, ноябрьской покупки 19 ноября, почти x2, я пофиксился опять же на 0.420, вот здесь вот. И сейчас, по большому счету, жду возможного ретеста пробитого уровня вот здесь, в районе 0.31. Здесь есть новая трендовая линия, которую, в принципе, я жду. И буду, если что, перезакупать вот в этом диапазоне, если дадут. Но если не дадут, я уже сделал x2 и, в принципе, не заходил на большую сумму, но этой даже небольшой суммы хватило, чтобы заработать достаточно хорошую копеечку. Больше из альты я, по-моему, ничего не откупал. Нюм, кстати, Ксум. Я держу Ксум еще с момента форка. И сегодня Ксум сделал хорошие вот эти 30%. И вообще, наверное, скоро я буду уже подумывать, по крайней мере, закрывать все это дерьмецо. Вообще в целом. То есть выводить его там на гейт и продавать. И куплю автомобиль в Дубае с покупки Ньюма, с этого форка Ньюма. То есть в целом есть, конечно, у меня такое предположение, что Ньюм может сходить в сторону там 0.8 баксов, но если честно, лучше синица в руках, чем журавль в небе, поэтому не буду фомить, не буду ждать у моря большой погоды. Единственное, что вам еще хочу показать, что всех, кто ссал покупать баксы по 70 рублям, и кто мне прям мучил меня с вопросами, Пентагон, я тут откупаюсь по 60, подкупаюсь по 70, откупаюсь по 71, мне страшно, я теряю 5 рублей, но ребятки, российская экономика не будет на тех самых значениях, на самом деле, о которых вы там можете прекрасно видеть, вот эти все манипуляции с газом и со всякой вот этой истории, это не есть хорошо. Я жду действительно в скором времени, это может и год пройти, для меня это скорое время, поход к моему уровню 84. То есть я откупал 74 от моей покупки, это уже 4% на те капиталы, которые присутствуют в рублях и в долларах, это очень большие деньги.
И еще бы также хотел посмотреть на евро. Евро все-таки выглядит чуть хуже, чем доллар. Но опять же, если мы сможем вернуться за уровень 85, то 88-90 это тот уровень, который можно будет ждать. И завершить хотелось бы все-таки брендом. Мы пошли по моему сценарию с ретестом пробитого тренда от 2008 года. И по большому счету сейчас уровень 77-80 будет являться таким основополагающим. Мы вот как раз таки не смогли пробить уровень 90, 88, даже не смогли до него дойти, поэтому очевидно будет дойти до трендовой линии, где происходит ретест. Возможно, даже где-то на уровне 74-75 буду принимать какие-то решения. Ну и в завершении, как раз таки пока записываю видео, биточек пошел на вот эту коррекцию к уровню, возможно, к уровню 59500, а возможно к уровню 59200, где уже попробую я, наверное, что-то подкупить, потому что я всю дорогу фиксирую частично и пирамидю позицию, и по большому счету у меня сейчас где-то вход в районе 59 тысяч, и в случае, если уйдет под 59, буду закрывать остатки в прибыль, поэтому не забывайте, пожалуйста, поставить лайки на мои видео с интервьюхами, не забудьте подписаться, если вы еще не подписались. Скоро будет еще больше новых интервью. Кстати, Денис Октопус тоже согласился дать мне небольшой блиц, поэтому see you later. Пока-пока, guys. На связи был Пентагон.